Все, уехали. Даллас, Лас-Вегас, Окленд. До Далласа 423 мили. After Lincoln Clay После vanished, Thomas исчезновения Burke assumed Линкольна control of the Клея city. контроль над городом захватил Томас According to his Бёрк. daughter, Его дочь утверждает, Burke's что к liver тому was времени он riddled with заработал cancer. себе He рак should have lived печени. maybe Ему оставалось не больше another полугода, 6 months. но эгоистичный But подонок that метнулся selfish в bastard Мексику. used the money Lincoln left him to go to И на Mexico and деньги, get a которые black оставил market ему Линкольн, transplant, and then he hung пересадил себе around печень for с черного рынка. another 16 И правил years. еще 16 лет. Now he flooded the city Сначала он with затопил город booze, дешевым then пойлом, потом expanded добавил into наркоту, drugs, first heroin, героин, then потом и cocaine. кокаин. He used the Он same использовал ту же infrastructure he'd инфраструктуру, set up которую for наладил для moonshining, сбыта and самогона. within a year or Не прошло и so, года, как most of the cocaine entering the практически весь country кокаин came поступал through в here. страну именно отсюда. Anyway, В общем, Бёрк был одним из Burke самых was богатых one of the людей на юге wealthiest США. men in the southern Да что United говорить, он States. Hell, купил he bought себе место в himself городском a совете seat и on the city добился того, council and got the что город township's name legally changed официально to Bourbon переименовали City. в Бурбон-Сити. But all that Но cocaine кокаин привлек attracted other другие преступные criminals, группировки, и and Бёрк Burke went to схлестнулся war с with the Cuban кубинцами. gang. Стрельба на улицах, Shootouts in the взрывающиеся машины, streets, сожженный car дотла bombs, бордель. a brothel burned to Короче, the вообще ground. жесть началась, как When the мы Cubans уехали. called him out, Burke Когда came, кубинцы вызвали его на armed with an разговор, Бёрк M60 пришел and обложенный grenades. He гранатами и с killed 8 пулеметом men в before руках. they Он put him весь мир down. их That положил, was прежде чем его убили. 1984. And since then, Это no было one в has sat on the throne 84-м, for и more с than a тех пор few никто не months. смог усидеть на The троне city больше is нескольких still a месяцев. lawless В fool's городе до сих пор царит paradise. криминальная анархия. After Sal Marcano's После death, смерти Сала Lincoln Маркана Clay Линкольн disappeared. Клей исчез. Через несколько месяцев бюро The Bureau прикрыло расследование, deprioritized the но я не investigation закрывал after a few дело. months, but I keep an active file. In 1971, В I tracked him to a 1971 California году я shipyard where he выследил was его на working under an калифорнийский assumed верфь, и name. там он работал By под the time we чужим got there, именем. though, he was К тому gone. моменту, как мы туда прибыли, Trail он went уже cold, исчез. and by След остыл, и 77, к 78, 77-78 годам я уж было решил, что But он then мертв. I got a report Но of потом someone мне matching his сообщили, что человек, description похожий на working with него, the работает на Colombians. Since колумбийцев. then, И с тех there's пор a new каждые sighting пару on лет him every доносятся couple новые of слухи. years. Lincoln made it out to Он перебрался в California. Калифорнию и Worked at the несколько лет shipyards работал for на a few верфях. years. Встретил женщину, Had him a вроде woman. даже собирался жениться. Seemed like he А was потом gonna разом get все married, рухнуло. but then it all came apart. Don't know why. And he started Не знаю почему. moving around. После этого на месте ему не сиделось. He went to Аляска, Alaska, New Нью-Йорк, York, South Южная America. Америка. He even went Даже back во to Вьетнам вернулся. Vietnam. I Я still до get сих пор изредка получаю от него postcards открытки. from time to time. No, I think Мне кажется, Lincoln wasn't Линкольн able не to, мог принять мир таким, accept какой the он world есть, for what it is. и не был готов Or his смириться place со in it. своим местом в нем. Someday, he's going to Когда-нибудь get ему tired of надоест running, убегать, и or он совершит make a mistake, ошибку. and I'll be Я буду waiting. терпеливо ждать, I promise you that. клянусь. Позвольте задать вам вопрос, сенатор. Где вы находились, когда был убит Джон Фицджеральд Кеннеди? Я не помню. Дома, кажется. Я не помню. Дома, кажется. А сейчас я вам скажу, где был я. Засранный в вьетнамской халупе. Я там медленно шинковал старушку на мелкие кусочки. А знаете почему? Потому что ее сын был офицером северо-вьетнамской армии, иначе бы он ничего нам не сказал. Я не понимаю, какая связь. То, что он нам рассказал, спасло целый взвод. Это 42 человека, которые дожили до следующего дня, потому что я готов был распилить ту старушенцию. Спасибо, мистер Донован. Сядьте и заткните свой ёбаный рот.
Я много страшных вещей сделал во имя Родины, и они мне будут сниться до конца жизни. Но я сделал все это потому, что я верил в борьбу, верил в то, на чем стоит наша страна. И вот сижу я на жопе ровно посредь болота, вокруг меня старушечье мясо, и тут я слышу, что президента Соединенных Штатов только что нахер грохнули. И я прямо там понял, что не могу все так и оставить. Что я должен найти способ все исправить, сколько бы времени у меня это не заняло. О чем вы говорите? Я говорю о том, что Сэл Маркано с группой заговорщиков убил президента Кеннеди. Это самая большая нелепица. Я так и думал, что вы это скажете. Не с места, мать вашу. Вы не в своем уме, если думаете. Я не против амбиций, сенатор. У вас-то с амбициями все в порядке, да? Поступили на юрфак, стали окружным прокурором, пробились в Сенат Соединенных Штатов. После смерти Сэла я прошерстил его картотеку. И как же я удивлялся, натыкаясь на ваше имя снова и снова. Бандюки хотели смерти Джека Кеннеди, и вы были более чем готовы им в этом помочь. Здесь камеры, свидетели, вам это с рук не сойдет. Да, я хочу, чтобы они это увидели, тупоголовый, блядь, осел. Потому что тогда они смекнут, что я с вами не закончил, я с вас начал. И они следующие. Ну ты сигарету докуришь когда-нибудь? Джентльмены? Охрану, живо. А вот и та самая концовка с Донованом. И я, кстати, на полном серьезе думал то, что «Мафия 4» будет про Донована. Из-за фразы «Я с вами не закончил, я с вас начал». Когда я первый раз проходил третью «Мафию», когда я увидел эту фразу, я был уверен, что четвертая «Мафия» будет про Донована. Как оказалось, нет. А посмотреть на это было бы очень и очень интересно. Ну, после титров, соответственно, возвращаемся и смотрим следующую концовку. Ну что ж, смотрим, получается, еще одну концовку. Только в этот раз мы уже решили из города не уходить. И, соответственно, будем выбирать, кому город оставить. Сэл и Джорджи больше нет. После всего дерьма, что нам довелось пережить, мы заправляем этим городом. Вот бы почаще слышать такие новости. После такого бардака я никак не могу в башке уложить, что мы все-таки это сделали. Линкольн, да ты просто святой, мать твою. Горжусь знакомством. Итак, у нас наконец-то появился шанс навести в этом городе порядок, установить равновесие. Не думала, что мы до этого доживем. Выбираем править вместе. Мы здесь не из-за того, что сделал я или кто-то из вас. Мы здесь потому, что мы выстояли вместе. И пока мы сильны, ни одна сука не осмелится поднять на нас руку. Убив Сэла Маркано, Линкольн Клей захватил власть. Но одного города ему было мало. Он расширил свое влияние на другие штаты Юга, добрался до Флориды, даже до Северной и Южной Каролины. Деньги текли рекой. И он разумно ими распоряжался, не жадничал, следил, чтобы нужные люди всегда сидели на пайке. Любимый сын города. Восстановил Холлоу, выкупил Фриско Филдс, вновь открыл парк развлечений. Он поверил, что стал неприкасаемым. Но неприкасаемых нет.
И пусть таблички с его именем висят на школах и больницах, пусть его пожертвования кормят бедных, ничто не искупит его преступлений. Вот почему я согласился принять участие в этом фильме. Я хочу показать, какой он, настоящий Линкольн Твойл. Линкольн пустился во все тяжкие. Наркотики, алкоголь, проституция, все грехи этого мира. Если что-то приносило деньги, он участвовал. Иногда я вижу его в новостях, такого важного, самодовольного. И думаю, что было бы лучше, если бы он погиб тогда вместе с остальными. Возможно, тогда бы он обрел покой. There'd be kind of a peace in that. Да, жалко Падре на самом деле. Следака того не жалко, а Падре жалко. Выключить камеру. Мне больше нечего вам сказать. Ну, просто тот следак, он... Ну, у него цель жизни поймать Линкольна. Он прям, ну, по нему прям видно, что он поехал наглухо на этой теме. И что бы Линкольн не делал хорошего, он как бы нивелирует абсолютно все. А Падре, он верил. Наверное, вот как раз-таки он верил в Линкольна и верил, что будет все так, вот как мы посмотрели в первой концовке, что он просто уедет и от всего открестится. Но смотрим второй вариант. Второй вариант оказался не таким. И как бы... Да, святого отца жаль. Потому что он все это время в Линкольна верил. Я бы, наверное, сказал, что это одна из хороших концовок, потому что город поднялся, по сути. Город, по сути, поднялся, город вылез из вот этой вот дыры, в которой был изначально. Но если брать с моральной точки зрения, с морально-этической, конечно, тут сложно. Тут я не сказал бы то, что все прям хорошо, потому что да, всякие пороки этого города все равно нашего главного героя захлестнули. Вот. Ну и, соответственно, сейчас после титров будем переходить к следующей концовке. Давай посмотрим «Править одному». It ain't personal. Ничего личного. Валим всех. What in the fuck? А если мы валим всех, то все тачки оказываются заминированными. You wanna know Вы what
Не самая лучшая концовка. Я бы, наверное, даже сказал, что это одна из худших. Но она реально хуже, чем даже уехать из города, оставить, получается, город просто так, на кого придется. Вот эта вот концовка с Бёрком, который перехватил власть. То есть эта концовка еще хуже. После того, как исчез Линкольн, город захватил Вита Скалетто. Он еще раз плюнул на могилу Сэла Маркана, когда сделал то, что тому не удалось. Достроил казино. 2 года спустя Скалетто открыл второе казино, и вскоре город накрыла волна благоустройства. Отели, спорткомплексы, новенький конгресс-центр, который считается южным Лас-Вегасом, но он построен на костях тех, кого положил Линкольн Клей, на кровавые деньги, которые Клей со своими лейтенантами забрал у мафии. А Вита? Он так и живет в пентхаусе на верхнем этаже казино Маркана, глядя из окна на город, который принадлежит ему. Когда Линкольн исчез, Кассандра подчинила преступный мир города себе. Правда, от Бостона до Майами не нашлось ни одного бандита, который бы признал ее власть. Что все они, от комиссии до кубинцев с колумбийцами, объявили ей войну. Они слишком поздно поняли, с кем связались. Джонни Галанте перерезали горло, когда он смотрел глубокую глотку в секс-кинотеатре. Мэнни Морено подожгли у собственного дома в день совершеннолетия его дочери. Северо Гарсия захлебнулся во время прилива, его заживо закопали на пляже. Антона Багрова забили насмерть монтировками на парковке перед терновым кустом. И тогда ей объявили войну настоящие преступники. Губернатор объявил военное положение и ввел в город нацгвардию. Кассандра пустила ему пулю в лоб на ступенях местного Капитолия. После чего все живо усвоили, город принадлежит Кассандре. Но ведь правительство оно как дикий слон, смертельно опасно, терпеливо и ничего не прощает. Поэтому государство прикрыло финансирование школ, коммуналки и прочего. Раз они не могли добраться до Кассандры, они решили задушить город, пока он сам ее не сдаст. Местные назвали ураган Кассандрой. Вряд ли кто-то ожидал таких серьезных последствий, но дамбы не справились с потоком воды, потоп смыл половину города с лица земли, а другая половина вынуждена была спасаться бегством. Город превратился в призрак, каким и остается до сих пор. Трудно поверить, что крупный американский город бросили гнить. Кто-то говорит, что Кассандра утонула во время потопа, как и тысячи других. Другие уверяют, что она ускользнула через болото и до сих пор рулит оттуда тем, что осталось от города. В любом случае, она не более чем призрак. Ее много лет никто не видел.